О да, друзья, новый видеокодек AWS 3. Мне скинули буквально на днях в личку эту информацию, говорят: Бабл, что ж там происходит? Есть же AW1 кодек, его только начали внедрять. И есть H266 кодек, его тоже вообще только планируют внедрять. И тут появляется AWS 3, вернее AVC 3 кодек или AWS, да, он входит просто-напросто в стандарт DVB, спецификации DVB AVC. И что же это будет? Неужели AW1 уже не актуален? Приставки на AW1 покупать не надо, на H266 ничего ждать не надо, ждем уже AWS 3 кодек. Ну, давайте так. Мы сегодня с вами просто информационно об этом побеседуем, и я вам расскажу, для чего каждый из этих кодеков сделан, но мы конкретно поговорим об этом AWS 3 кодеке на канале Технозон. Поехали! Слушайте, я даже смотрю на Mediasat эту статью сейчас о том, что европейский консорциум одобрил китайский кодек для сжатия видео и аудио. И это AWS 3, который добавлен в базовую спецификацию системы сжатия видео и аудио для приложений. Знаете, как интересно пишут, для приложений среды широковещания широкополосного интернета. Я вам скажу, на данном этапе уже это видео можно было бы заканчивать. Знаете почему? Потому что все это в названии этой статьи уже открывается ответ, почему именно так. Потому что этот кодек сделан для вещания, а это значит, что этот кодек будет использоваться для спутникового вещания, а также для какого-нибудь каст-вещания экстремального внутреннего провайдерского. Ну, в общем-то, суть-то дела. AWS 3 они представили официально в октябре 2021 года, даже это, по-моему, в статье написано, но смотрим, да, в Китае, и данный кодек способен сжимать видео с таким впечатляющим, скажем так, результатом до 40%, то есть в сухом остатке 40%, вот именно 40%. И опять же они обещают 40% экономии битрейта, и по сути это при том же битрейте они хотят увеличить качество широковещательного телевидения, либо спутникового телевидения. Да, все красиво, но и мы тут порылись, и дело в том, что мы нашли, даже было проведено исследование, целое исследование по AW1 кодеку, по H266 и по AWS 3, их сравнительные характеристики и плюс. Я вам советую нажать подписаться и колокольчик, ребят, чтобы не пропустить дальнейшие наши самые интереснейшие обзоры. Ну а теперь давайте продолжим. Смотрите, дело в том, что данные кодеки, вот есть целая работа, это целое исследование. Существует на данный момент у нас 3 прогрессивных кодека, которые только планируют внедряться. VVC, то есть H266, AW1 и AWS 3. А вот теперь давайте я вам расскажу, какой кодек из этих для чего. AW1 на текущий момент активно используется на стриминговых платформах типа YouTube, типа Netflix, типа Disney, Prime Video, и они уже используются. Нет сейчас предпосылок к тому, что на AW1 будут использовать торренты те же самые, поэтому я считаю, что AW1 занял четкую свою нишу кодека, который будет использоваться для стриминга, для сервисов стриминга, для стриминговых платформ, и я считаю, что это справедливо. Давайте так, те, кто со мной не согласен, покажите мне торренты на WP9.2 или на WP9 просто, который был до AW1 кодека, который использовался для стриминговых платформ по типу YouTube. Он, несмотря на то, что он классно сжимает видео, он так и не нашел свои, скажем так, своего применения. Теперь H266. H266 кодек — это классная штука, он выпущен еще в 2020 году, у него есть отличные показатели сжатия, он действительно очень крут, но в отличие от AW1 кодека, который, откровенно говоря, просто-напросто является бесплатным кодеком, и любой, кто хочет, его может использовать, интегрировать в свои платформы, то H266 не лишен у нас лицензионных отчислений. Но при этом H266, он придет на смену H265 кодеку, потому что он
имеет преимущество в 2 раза больше, чем H265. А это позволит, например, разрабатывать новые типы носителей для продажи, допустим, того же аудио-видео-контента, либо позволит нам использовать в не совсем таких интересных целях, это по типу раздач с торрентов, да, тоже позволит это использовать, но в общем-то это кодек конкретно для фильмов и большого объема офлайн данных. Вот так вот мы начнем. То есть AV1 стриминг, H266 офлайн, а вот DVB, вот этот вот AVC, AVS3 кодек, это конкретно для бродкаста. И хотя они заявляются, что он 40% экономнее битрейта, составляет экономию битрейта по сравнению с HEVC, это 265 кодеком, давайте посмотрим все-таки исследования. И потом я вам скажу, почему не нужно бояться введения этих кодеков и почему приставки на текущих кодеках будут работать еще очень-очень много лет. Смотрите, дело в том, что проводились исследования, кодеки, которые принимали участие. Это Aurora AV1, Phoenix X265, QAV1, QAVS3, потом что-нибудь давайте, там референсный X265, S266, SIF кодек, SVT HEVC, SVT VP9, Transcend V265, короче, до хрена разных кодеков, и это было все проверено на 15 Full HD-шных видео. Теперь 10 800 субъектов были привлечены для визуальной оценки качества после этого самого тестирования. Вы можете загрузить бесплатную версию. Я специально сейчас на эту статью беру, копирую даже. И специально себе в заметки кинул эту статью для того, чтобы разместить вам ссылку на нее под видео, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Вы сможете скачать этот репорт абсолютно бесплатно. И здесь вот у нас сравнение. По сути, у нас есть H266, H265, H264, AV1, AVS3 и VP9. Основные кодеки. Они отмечены на графике цветами. И чем меньше процент остаточный, тем лучше кодек. То есть здесь чем меньше, тем лучше. Видите, better, smaller file size. То есть это конечный файл size. Так вот, по своим свойствам сжатия у нас победил S266 кодек. И от изначального базового файла, вернее, они брали 15 этих фильмов, 15 Full HD видео, сжимали и потом выводили среднее, и, конечно же, вот это вот уже средний показатель. Так вот, 266 кодек у нас показал 29,2%. На втором месте AV1 39,8% и AVS 48,2% показал вот такую вот эффективность. Но вы должны понимать, почему же 266 кодек у нас занял самую крутую позицию. Потому что мы рассчитываем на то, что это офлайн кодек, и его не нужно будет декодировать на лету. То есть не нужно будет затрачивать колоссальных вычислительных мощностей для того, чтобы на лету именно вместе совмещать с вещательной составляющей его декодировать. Конечно же, для AV1 и AVS3, AV1 это для стрима, AVS мы понимаем, что это для бродкаста. То есть они должны быть менее сложные и более быстро обрабатываться. Но сейчас мы не об этом. На текущий момент аппаратная поддержка в ТВ-боксах и в телевизорах существует максимально AV1 кодека, который сейчас максимально в чем используется на Netflix и тому подобное, и YouTube. AVS3, скорее всего, даже не скорее всего, 99,9% используется в ТВ-боксах не будет. H266 будет использоваться в ТВ-боксах не ранее, чем через 7-10 лет. Поэтому иметь основания, вернее, рассчитывать на то, что ваш покупаемый ТВ-бокс на текущий момент устаревший, потому что у нем нет поддержки AVS3 или AV1 или 266 кодека, не стоит. Потому что вообще в ситуации с AV1 кодеком там вообще все интересно. Дело в том, что AV1 будет поддерживаться также вместе с VP9
также с AVC старым до Full HD, поэтому тут вообще переживать не нужно. Ну и само собой, смотрите, вот насколько там вот эти вот все старые кодеки, например, SVT в VP9, он показал прирост даже размера файла. Вот почему, в принципе, его и, в принципе, не использовали для, скажем так, для торрентов, да, и для раздач. То есть изначально он там так и остался на уровне YouTube и каких-то своих алгоритмов сжатия. Ну вот мы видим здесь, как Hevk отработал, и видим, как отработали у нас вот эти вот новые современные кодеки. Их, конечно же, нужно ждать. Кстати, он разработан Alibaba Group, чтобы вы понимали, представляете? Вот такая вот штука. S266. То есть, ну, здесь есть у нас, конечно же, огромное количество различных графиков, различных сравнений, которые вы можете зайти посмотреть. Так что, резюмируем. Бояться перехода на новые кодеки не нужно. Это десятилетие. Во-вторых, AWS 3 у нас так и не появится ни в каком варианте ТВ-боксов. Это я 100% вам даю. AV1, он хоть и появился, даже если ТВ-боксы с поддержкой, он всего лишь позволяет улучшить, скажем так, уменьшить трафик, либо улучшить битрейт при определенно узком канале интернета, но при этом VP9 так и работает и будет продолжать работать еще десятилетия. А H266, само собой, этот платный кодек, который будет внедряться еще годами, годами и годами. Поэтому это та информация, которую мы вам хотели с вами поделиться. Прекратите паниковать. Берем спокойненько, покупаем ТВ-боксы. А если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.